Здравствуйте, друзья! Спасибо, что поддерживаете выход новых роликов своей подпиской на Boosty и Patreon. Там вы можете смотреть выпуски раньше остальных, а также ознакомиться с дополнительными материалами, которые не могут быть показаны на YouTube. Подписаться на эти площадки вы можете, отсканировав QR-код на экране или перейдя по ссылкам, закрепленным в комментарии и описании. Кроме того, поддержать канал вы можете через кнопку спонсорства на YouTube. Если вы не готовы к шокирующим фактам, пропустите это видео. Обратил внимание, что вы очень неактивно ставите лайки и комментируете ролики. Напоминаю, что это единственная поддержка авторов, которая не требует от вас никаких затрат. Поэтому прямо сейчас поставьте это видео на паузу и нажмите кнопку «Нравится», а также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить еще больше интересных историй. Согласно статистике, самые жестокие представители человеческого рода – это подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Есть особый феномен подросткового возраста. Он связан с тем, что детские ценности и установки на подростков уже не влияют. Основная детская установка – делай то, что тебе говорят взрослые. Но подросток уже не ребенок. Он понимает, что может делать так, как хочет. И вот то, что он делает, как раз зависит от того, чем была наполнена личность ребенка, когда он подошел к подростковому периоду. А личности наших детей в большинстве случаев наполнены простым посылом: кто сильнее, тот и прав. В последнее время в интернете все чаще появляются жестокие видео, в которых подростки издеваются над сверстниками, подвергают травле своих одноклассников. Недавно Netflix выпустил сериал «Переходный возраст», который также поднимает эту тему. Сегодня мы с вами разберем несколько случаев из России и узнаем, как понять, подвергается ли ваш ребенок травле, и самое главное, что в этом случае делать. Все документальные видеозаписи издевательств будут опубликованы в телеграм-канале ввиду запрета на публикацию на YouTube. Сейчас, в связи с нарастанием в обществе напряжения, скорее всего, нас ждет всплеск подростковой жестокости, агрессии, тупой, бессмысленной и беспощадной. Что делать нам, нормальным людям? Защищаться, учиться защищаться своих детей. И физически в том числе уметь давать отпор. А еще нормальным людям объединяться, чтобы дать в обществе другой посыл, другие нравственные установки. Потому что подростковая агрессивность – это показатель того, что с обществом что-то не так. В школе номер 69 в Нижнем Тагиле подростки избили одноклассницу. Как пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил», издевательства происходят регулярно. На записи видно, как школьницу с разбега пинают в живот. Школьники издеваются над этой девочкой, избивают и снимают все это на видео, передает паблик слова очевидца. К ситуации уже подключились следователи. Идет проверка по статье хулиганства. Будет дана оценка не только случаю применения к несовершеннолетней насилия, но и тому, насколько своевременно и в полном ли объеме проводились администрацией школы мероприятия по недопущению подобных случаев на территории школы, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Пострадавшую отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью. В полиции Нижнего Тагила сообщили, что информации об избиении школьницы к ним не поступало, но сейчас факт зарегистрирован. Сотрудники ПДН выехали в образовательное учреждение для выяснения обстоятельств случившегося, добавили в полиции города. К ситуации также подключилась прокуратура. По данным ведомства, все произошло утром 10 февраля в школьном спортзале. Пострадавшая и нападавший учатся в 7 классе. К сожалению, подобные случаи не редкость. О том, почему подростки проявляют такую жестокость, рассказал психиатр. Для начала нужно понять, что именно произошло. Иногда в школе имеет место не травля, а конфликт между детьми, борьба за лидерство в классе. Не стоит кидаться на всех и сразу. Задайте ребенку 3 вопроса. Что случилось? С подробностями кто, что, когда, где, с кем, кто был рядом. Что было до этого? Что было после? Как ты себя повел? Важно помнить, что это не допрос. Нужно дать ребенку выговориться, но не терять спокойствие. Проанализируйте ситуацию, действительно ли речь идет о травле в школе. Вот 4 ключевых признака травли. Много против одного, неравенство сил. Систематичность физического или психологического насилия. Закрепленные роли агрессора и жертвы. Намеренность действий обидчика. Если совпали все 4 пункта, ребенок стал жертвой травли. Он уже сам справиться не сможет. Без активного вмешательства взрослых ситуация будет только ухудшаться. Внимательно относимся к внешнему виду.
Синяки, ссадины. Должно насторожить, если ребенок приходит из школы с испорченными вещами, начинает систематически искать повод, чтобы не идти в школу. Например, жалуется на недомогание, старается заболеть, если он подавлен. Падает успеваемость, ребенок забивает на учебу. Нарушается сон, появляются ночные кошмары. Пропадает или снижается аппетит. И обязательно ловим любую возможность начать диалог с ребенком и разобраться в ситуации. Я вижу, что ты расстроен. Я понимаю, что что-то происходит. Лучше напрямую спросить у ребенка: как ты хочешь, чтобы я тебе помог? Объясните, что обидчик провоцирует его. Он питается эмоциями и реакцией того, кого обижает. Можно прорепетировать разные ситуации дома. Если ребенок говорит, что помочь ничем нельзя, что будет только хуже, это однозначный сигнал для вмешательства. Соберите доказательства травли. Записывайте, когда и что происходило с ребенком. Делайте снимки испорченных вещей, скриншоты угроз в соцсетях. Если ребенка били, проходите медосвидетельствование. Если идет словесная травля и нет следов физического насилия, обратитесь за помощью к классному руководителю. Попросите разобраться и оговорите сроки, в рамках которых педагог предпримет конкретные шаги. Если это не помогло, пишите заявление на имя директора с перечислением всех фактов с указанием дат. Заявление нужно обязательно зарегистрировать у секретаря, а себе взять копию с указанием номера входящего документа. Если в течение месяца ничего не изменилось, обратитесь в районное управление образования. Часто бывает достаточно одного звонка. Еще один вариант – аппарат уполномоченного по правам ребенка. В случае физического насилия нужно написать заявление в полицию, а затем обратиться в суд. По закону об образовании дети имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану здоровья и жизни. Иногда единственно верным способом решения может стать смена школы. В конце августа 2018 года небольшой город Березовский Свердловской области активно обсуждал чудовищное убийство, произошедшее в городе. 5 подростков от 13 до 16 лет жестоко избили 20-летнего парня. Эти отморозки попросили парня купить им сигарет. Потом завели его в гаражи за автостанцией, раздели, издевались, а затем убили и бросили, рассказал один из родственников погибшего. Жестокое убийство парня произошло еще 9 августа. Произошедшее обсуждалось в пабликах в соцсетях. Там пользователи сообщали, что подростки буквально прыгали на голове молодого человека. Источники в правоохранительных органах рассказали страшные подробности произошедшего. По их словам, избиение парня троица снимала на телефон. Причем в убийстве принимала участие девушка. Ее роль, по словам собеседников, сводилась лишь к видеосъемке. Но в местных пабликах в соцсетях утверждают, что это не так. Якобы она активно подбадривала подростков, избивающих молодого человека. Как рассказал один из знакомых малолетних убийц, в момент происшествия вся троица была пьяна. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Березовский предприняли комплекс необходимых мер по установлению личностей подозреваемых и их фактическому задержанию. При этом один из задержанных оказался ранее судимым местным жителем, сообщил начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Зачинщиками драки, которая привела к трагедии, стали дети. 2 самым старшим 16 лет. Только что закончили 9 класс. Самый младший 13 лет. Девочка снимала расправу на телефон. По некоторой информации, всего было 5 подростков. Степень их участия в убийстве выясняется. Погибший молодой человек Дмитрий Рудаков – инвалид. Внешне это проявляется в нарушениях речи. Мама воспитывала его и младшего брата одна. Отец умер. По словам его друзей, он был тихим, домашним и бесконфликтным, помогал маме. В тот день он возвращался из магазина, шел через гаражный комплекс домой и наткнулся на компанию выпивших подростков. Они заговорили с Дмитрием, предложили выпить пиво. Дмитрий наивно согласился. Его увели куда-то в кусты, где начали избивать. То ли разозлились из-за невнятной речи Димы, то ли заранее хотели поиздеваться над кем-то и нашли жертву. Дима, видимо, не особо сопротивлялся. Прыгали на голове и снимали на видео. Дима умер от травм головы. 3 видеофайла стали главным доказательством при предъявлении обвинения. В первые дни народ в Березовском вскипел. Устраивали стихийные митинги, требовали наказать виновных. Пересказывали жуткие подробности издевательств.
Якобы подростки прыгали на теле еще живого инвалида, на голове, вырвали кадык, выжигали глаза. Чтобы успокоить людей, жаждущих возмездия за такое зверство, статью нанесения телесных повреждений, повлекших смерть, заменили на самую жестокую, 105-ю, умышленное убийство. Все, кроме девочки, получили максимальные сроки – 8-9 лет. Девочка по возрасту избежала ответственности. Ровно через 5 лет после убийства в августе 2023 года в зоне проведения СВО погиб один из убийц – Александр Кашников. Александру на момент убийства Димы Рудакова было всего 14 лет. Поэтому он получил самый маленький срок – 8,5 лет заключения. Из них отсидел лишь половину и ушел добровольцем на передовую. Прощание с погибшим бойцом прошло в городском парке Победы. Александра Кашникова провожали в последний путь с воинскими почестями. На СВО он ушел в июне 2023 года, а уже 2 июля погиб во время артиллерийского обстрела. В апреле этого года стало известно, что в Нижнем Тагиле группа школьниц жестоко избила одноклассницу, снимая все на камеру. Девочку зажали в угол и принялись по очереди наносить удары – по голове, по груди, спине и животу. Зверства происходили в школьном туалете. Сообщается, что девочки учатся в 7 классе. Расправа над девчонкой была просто так. По сути, они били ее наспор, кто сильнее ударит, поделились местные жители. Избивают они ее так уже не в первый раз. Шокирующий инцидент произошел еще в марте. Кадры с избиения начали рассылать по соцсетям сами нападавшие. «Бейте уже, чё встала-то? Я зря снимаю, что ли?» – возмутилась оператор, когда одна из девочек стала кривляться на камеру. «Чё так слабо? Я посильнее буду», – смеется другая школьница. Ее постоянно так лупили. Девочек этих поставили на школьный учет. Одна из них, самая жестокая драчунья, перевелась в другую школу. Все остальные учатся там же и ежедневно встречаются в школьных коридорах, рассказала ученица школы. «Я очень рада, что это все вышло наружу. Правда, надежды, что виновных в этих жутких избиениях накажут, нет. Они говорят, что родителей их оштрафуют рублей на 500 и все уляжется». Пострадавшая и ее семья не обращались за помощью в полицию, однако органы отреагировали на происходящее после появления видео в сети. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Также в апреле в Каменске-Уральском подростки жестоко избили пятиклассника. Видео опубликовал телеграм-канал «Типичный Каменск». По словам авторов паблика, изначально дети выложили ролик в свой канал, но потом удалили. Однако кто-то из подписчиков успел сохранить запись. На видео подростки издевательски спрашивают окровавленного мальчика: «Заяву будешь писать?» «Нет», — отвечает избитый мальчик, при этом все его лицо измазано кровью. «Кто ударил его?» — раздается чей-то вопрос. «Красава!» — восторгается голос за кадром. «В кровь прямо!» «Я не успел ударить ему!» — кричит еще один подросток. «Никуда не сливать видео!» — говорит голос какой-то девочки. «Или нам всем условка!» — продолжает она. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что все произошло в поселке Мартюш Каменского района. Пострадавшим оказался 12-летний ребенок. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки. Устанавливаются личности подростков, сообщили в прокуратуре. Случай также прокомментировали в полиции Каменска-Уральского. Данная информация была зарегистрирована. Личности участников конфликта установлены. Сейчас они доставляются в отдел полиции для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, подытожили в полиции. В декабре прошлого года в Нижнем Тагиле подростки избили 13-летнюю школьницу. Об этом рассказали ее родители. По их словам, все произошло днем в самом центре города. Дочь с 15-летней подругой поехала перекусить в торговый центр. Примерно в 18 часов девочка позвонила родителям и, рыдая, рассказала, что ее избили. В этот момент она уже ехала домой на такси. Я, бросив работу, бегом домой. Встретила ее и просто обомлела, вся в крови, избитая. Сейчас она в больнице лежит. У нее диагностировали сильное сотрясение мозга и сломан нос, рассказала мама девочки. Школьница объяснила, как все было. Они с подругой поели, затем подруга пошла в магазин, а девочка осталась ждать ее у входа в ТЦ. Там к ней подошел молодой человек и крайне настойчиво убедил ее отойти поговорить с ним за пассаж. Девочка не смогла дать ему отпор и послушалась. Там их ждали еще 3 незнакомых ей парней.
Все подростки, им лет по 15-16. Они на нее набросились и стали избивать. Беззащитную девочку. Она вырывалась, крича от боли и страха, но они не останавливались. Потом они ушли. Подруга, вернувшись из магазина, вызвала ей такси. Как я поняла, подруге тоже досталось от этих извергов. Но она легко отделалась, пара синяков, рассказала мама пострадавшей. В ноябре прошлого года в одной из школ города Нижние Серги школьник ударил сверстницу. Произошедшее попало на видео. На записи видно, как парень подбегает к стоящей у окна девочке и с размаху бьет ее ногой. 14-летнего подростка, ногой пнувшего ровесницу в грудь, отправили под домашний арест. Он проведет дома 1 месяц и 28 дней. До 15 января 2025 года. Только после того, как видео завирусилось в сети, в школе номер 2 начались проверки. В Свердловском следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Позднее прокуратура отменила это постановление, так как подростку всего 14 лет. Бьют и харкаются. Это началось на той неделе в четверг, после того, как я с одной девочкой перестала общаться. Она как раз снимала это все на видео, рассказала пострадавшая девочка. Хотя этот парень сейчас говорит, что я его оскорбляю вечно. При этом он первый начинал всегда, а я отвечала, он обзывал меня матом. По словам девочки, учителя ничего не знали о травле, она никому не жаловалась. Поэтому педагогам стало известно о травле только когда видео избиения попало в сеть. Мои родители в шоке, они написали заявление. «Пока никаких травм у меня не проявилось», — говорит пострадавшая. Этот парень сейчас находится на домашнем обучении. Хорошо, что его сейчас нет в школе, он неадекватный. Бьет девочек и у маленьких детей деньги вымогает. А в классе ко мне, на удивление, теперь очень хорошо относятся. В апреле этого же года в Екатеринбурге толпа подростков избила девочку на парковке одного из торговых центров. Видео активно рассылается по чатам в соцсетях. На записи видно, что пострадавшую зажали в угол. Одна из нападавших наносила удары руками и ногами под одобряющие крики толпы. Позднее еще несколько человек пнули девочку. При этом слышны крики о том, что пострадавшая украла деньги и подики, и теперь будет стоять на счетчике, пока их не вернет. В соцсетях пишут, что речь идет о сумме в 70 тысяч рублей. В Следственном комитете региона сообщили, что возбудили дело по статье о хулиганстве. Нападавших уже задержали и допросили в СКР. В Чкаловском районе подростки накинулись на ровесника. Как рассказала Александра, мама пострадавшего 17-летнего Сергея, ему угрожали ножом, чтобы парень не обращался в полицию. Все произошло около 9 вечера 29 марта. Подросток возвращался домой после работы, а за ним увязались 3 ребят. Парни пристали около продуктового на Щербакова. «Дай телефон, дай денег, дай покурить. А пойдем ты нам что-то купишь», – процитировала ребят мама Сергея. Александра отметила, что этих парней раньше не видела. За 15 лет, что она здесь живет, подобное происходит впервые. Такое же говорят и ее соседи. Они украли телефон, пытались отнять рюкзак, а в нем деньги, карты. «Сын сам купил телефон в ноябре, 1000 за 30», — отметила Александра. На ролике видно, что Сергей первый пошел в драку. Он объяснил это тем, что подростки не давали ему пройти, оскорбляли и махали ножом. В начале мая этого года в Новоуральске в школе номер 40 ученики жестоко издевались над своим одноклассником. Во время перемены перед физкультурой подростки сбили мальчика со скамейки, скрутили ему руки, сняли обувь и затолкали ему в рот собственный носок. Видео с издевательствами они распространили в школьных чатах. В полиции Новоуральска рассказали, что установили всех участников инцидента. Известно, что ранее никто из них не состоял на учете. Полицией данное сообщение зарегистрировано, в настоящее время службой по делам несовершеннолетних проводится проверка. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, прокомментировали в ведомстве. В декабре прошлого года одной из школ города Режа старшеклассники надругались над мальчиком из 5 класса в школьном туалете. Все произошло еще 26 ноября. 2 девятиклассников зажали 5-классника, и то ли было изнасилование, то ли попытка. «У меня ребенок в этой школе учится, и считаю, что про такое нельзя молчать», – рассказала местная жительница. Другой источник сообщает, что на 5-классника напали 4. 2 держали дверь в туалет, а еще 2 были с ним внутри кабинки. Сейчас в случившемся разбираются следователи. В свою очередь, знакомые этих парней утверждают, что это было не сексуальное насилие, а глупая шутка. В деле разбирается СК. Вот что удалось узнать. Началось все с того, что пострадавший мальчик позвонил на телефон доверия и рассказал, что его обижают.
Заявление о насильственных действиях сексуального характера зарегистрировали в отделе полиции, и все завертелось. Сейчас Следственный комитет всех допрашивает, пострадавший школьник прошел экспертизу. Никаких повреждений и следов проникновения у него не нашли, рассказал один из учеников. По его словам, ребята просто дурачились. В какой-то момент с пятиклассника стянули футболку, трогали его за живот, трясли перед ним попой. Половые органы при этом не задевались. Пострадавший говорил, что закрыл глаза и не видел, раздевались они или нет. Ну и сообщил он это только через 2 дня после случившегося. Да, старшеклассники идиоты, но не насильники, уверен собеседник. В Следственном комитете официально не комментируют это происшествие. А следующая история рассказал житель небольшого поселка под Миасом, где 13-летняя школьница возомнила себя режиссером и устроила съемки фильма для взрослых с участием детей. История произошла в январе этого года. Главной героиней выбрали 12-летнюю девочку. Ее вместе с другими ребятами позвали на прогулку, которая обернулась насилием, в том числе сексуальным. Кадры через несколько дней попали в местные чаты, повергнув в ужас взрослых. Теперь в поселке назревает бунт. Родители боятся отпускать на улицу детей и требуют наказания для участников съемки, а после устроенной шумихи стали получать угрозы от СК. Уже несколько месяцев жители поселка нервно обсуждают то, что подростки сотворили с 12-летней Катей, имя девочки изменено. У большинства в голове не укладывается, как такое вообще возможно. Все произошло 12 января. Это было воскресенье. Подростки собрались на детской площадке за магазинами, где для детей установили огромную горку и украсили елку. На прогулку позвали и Катю. Жители рассказывают, что семья девочки недавно переехала в их поселок. Подруг у нее не так много, потому что ребенок отстает в развитии от сверстников. У нее есть диагноз, и обучение в школе индивидуальное. Вот она нашла эту Варю, имя девочки изменено. Сегодня они дружат, а завтра Варя над ней поиздевалась, разбежались. Потом старшая девочка опять ее зовет, и они опять дружат, Катя прощает, говорит житель поселка, близко знакомый с семьей пострадавшего ребенка. О том, что происходило в тот вечер, взрослые узнали из видео, которое дети начали пересылать друг другу спустя пару дней. Маме Кати его показали педагоги в школе. Родители в тот же день поехали в ПДН. Там уже выяснилось, что конкретно произошло. Он ее не изнасиловал, экспертиза показала, что она также девочка. Но он там оставил царапины, говорит знакомый семьи. Судя по видео, съемкой руководила 13-летняя Варя, но периодически телефон оказывался в руках 12-летнего приятеля девочек Кости. Сначала Кате показывали, как нужно трогать себя и стонать. Потом сказали встать на четвереньки. И в кадре появился мальчик, который начал трогать девочку, демонстрировать на камеру ее органы. Катя кричала, что ей больно, но отступился подросток только когда увидел кровь. Девочки объявили, что у нее пошли месячные, и теперь она стала взрослой. Когда Кате сказали одеваться, мальчик пригрозил: «Если твоя мама узнает...» «Да не узнает она, едва не плача», — ответила девочка. «Ты сразу знаешь, что будет, сука. В школу лучше не приходить», — пригрозил он. «Ну завтра нас ждешь вместе с ним и с нами», — сказала Варя. «Вы меня завтра трогать не будете?» — спросила Катя. «Нет», — пообещала подруга. «Точно?» «Подумаем», — вставил Костя. «Ну, если ты нормально будешь себя вести», — ответила Варя. Замерзшими руками Катя долго не могла застегнуть замок куртки. И когда к ней приблизился Костя, чтобы помочь, отпрянула в испуге, по всей видимости, ожидая удара. По словам жителей, помимо Кости и Вари, которые попали на запись, в тот вечер с компанией был еще как минимум один подросток. Он стоял на шухере. Судя по разговорам за кадром, мальчик действительно был, но в отдалении. Из полиции материалы сразу передали в Следственный комитет. Там даже возбудили уголовное дело. Действия подростков подпадают под статью 132 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера». По этой статье обидчикам ребенка младше 14 лет грозит до 20 лет лишения свободы. И под статью 242 часть 2 Уголовного кодекса «Использование несовершеннолетнего для изготовления и распространения порнографических материалов». Максимальное наказание до 15 лет колонии. Но родителям девочки уже сообщили, что дело скорее всего закроют, так как обидчики не достигли возраста уголовной ответственности. Она наступает с 14 лет. Жителей это всерьез возмутило, ведь после случившегося все участники съемки продолжали ходить в школу, а она в поселке одна. Родители других школьников собрали инициативную группу и написали жалобу в прокуратуру, городское управление образования и директору школы. У нас у всех сейчас возникает вопрос.
Почему продолжает взаимодействовать потерпевшая девочка непосредственно с той, которая диктовала, что нужно с ней делать на видео? Возмущена одна из мам. Понятно, что все должно быть по закону, но понятны и переживания родителей. Выяснилось, что это не первая ситуация. Этот 12-летний мальчик уже довел другую девочку, они в переписке всем этим занимались, фотографировали друг друга, пересылали, и потом она все это рассылала всем. Девочку начали травить, и родители приняли решение переехать в город. Была другая девочка с ДЦП. Варя ее ловила, заставляла раздеваться, чтобы снять ее на видео. По мнению родителей, прежние происшествия замалчивались и винят в этом не только родителей и детей-обидчиков, но и школу. Они считают, что педагогами не были приняты достаточные меры и в этот раз. До родителей дошла информация от детей. Почему не провести родительское собрание, задается вопросом одна из мам. Нормальная реакция была бы, если бы каждый классный руководитель провел родительское собрание, объяснил родителям, что у нас случилось ЧП. Но никакой работы проведено не было. Никто, даже когда идет обсуждение в группе поселка, никто официально не выступил и не сказал: «Уважаемые родители, мы понимаем все ваши переживания, но на данный момент мы сделали все, что от нас зависело». Родители же накаляются. И родители виновных детей названивают родителям, которые решились написать заявление и просили помощи, чтобы проверка была не только по этому случаю, а по всем остальным. А если еще есть жертвы и потерпевшие, о которых мы не знаем? Родители требуют, чтобы с детьми, устроившими съемки, была проведена работа, раз наказать их по закону не могут. Директор школы недоумевает по другому поводу. Не знаю, когда узнали родители, а в школе об этом узнали абсолютно случайно. И только потому, что одна ответственная мама ближе к концу недели переслала учителю это видео. Прийти и сказать, что такое происходит, никто из родителей не пришел, говорит директор. Произошел инцидент 12 числа. Школа узнала утром 16-го. Мы у детей анонимное анкетирование провели, спросили: «Вы знали? Вы видели?» Они ответили «да». А родители видели? Оказалось, тоже «да». Тогда я извиняюсь, почему ни один из родителей не пришел и не сказал: «Мы же тоже не можем отслеживать, что у них там в чатах, если они нас в эти группы не пускают». По словам руководителя учебного заведения, в тот же день, когда учитель получила видео, в школу вызвали всех участников съемки, родителей, инспектора ПДН. К ситуации уже подключился заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров. Что касается детей, устроивших съемки, то их временно перевели на домашнее обучение. Мы не можем их отстранить от занятий, поэтому, чтобы не травмировать всех и не нарушать закон об образовании, до принятия каких-либо решений правоохранительными органами они переведены на дистанционное образование. На сегодняшний день школу они не посещают, заверила директор. Классные руководители с родителями поддерживают контакт, пересылают им домашние задания. Понятно, что не ходят те двое, что засветились на видео. То есть все, что можно было сделать с нашей стороны, мы сделали, какую от нас помощь можно было оказать, мы по возможности оказали. В школе говорят, что раньше дети, засветившиеся на видео, особых подозрений у педагогического коллектива не вызывали, но у обоих есть отклонения в развитии и соответствующие справки. Варю в школе характеризуют как лидера, к ней тянутся другие дети, но добавляют, что девочка своенравна. Жители поселка говорят, что воспитывают ее мама и бабушка. Папа сидит. У нее есть 3 старших братьев, но они уже взрослые. При этом отмечают, что в последнее время мама и бабушка с девочкой справиться уже не могут, она их не слушает. Что касается Кости, его воспитывает мама, отец умер. Но по словам жителей, женщина периодически уходит в запой, в это время на подхвате бабушка с дедушкой. Понятно желание жителей поселка, чтобы участники съемки получили наказание, и как можно быстрее. Но с несовершеннолетними не все так просто, отмечает заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров. Алгоритм такой. Полиция проводит проверку, потом по результатам проверки передает материалы в Следственный комитет. В Следственном комитете должны возбудить уголовное дело, как мне сказали, по 2 статьям. Но эти уголовные дела будут прекращены в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних о привлечении родителей к ответственности. И скорее всего, учитывая, что это тяжкое преступление, будет рассматриваться вопрос о направлении детей в спецшколу закрытого типа. Но этот вопрос будет решать суд, объяснил Игорь Майоров. По опыту специалиста такие решения обычно выносятся в течение 2-3 месяцев. Но он заверил,
что остальным школьникам в поселке сейчас ничего не угрожает. Куда важнее, по его мнению, сейчас помочь пострадавшей девочке преодолеть полученную психологическую травму.